«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня гость программы «Звездная гостиная» служит в театре Станиславского, актер театра и кино Александр Синяков. Добрый день, Александр. Добрый день. Добрый день. Александр, помимо того, что он актер, помимо того, что он такой творческий человек, который пишет песни, как ты говоришь, в стиле бард-рок, да? Бард-рок, скорее. Ну и есть в стиле рок-н-ролл тоже. Помимо всего этого еще пишет книги. Сейчас мы обо всем об этом поговорим. Скажи, пожалуйста, как вообще вот судьба актера в нашей стране? Ведь это же целый мир. Сейчас ты вот работаешь в театре Станиславского, работал еще в нескольких театрах, снимался в разных фильмах. Есть сегодня, на твой взгляд, в нашей стране надежда на то, что вернется киноискусство со смыслом, содержанием, с душевностью? Ну, я думаю, что да, надежда есть, и это уже происходит. Ну, я вот как пример могу сказать, что я снялся в последнее время в 2 замечательных комедиях, но они такие душевные комедии и со смыслом как раз. Это «Непослушник 1» и «Непослушник 2». Вот «Непослушник 2», вот только что прокат прошел этого фильма кинотеатром. Вот мне кажется, что это достойное, очень достойное кино с очень хорошими артистами и хорошим режиссером. Играл там монаха. Ага. Мгм. Это серьезная такая роль. Да. Ну, комедия, но там монахи, да. Там про монастырь. Да, Мгм. интересно. Теперь для знакомства послушаем песню. Скажи, вот сначала ты, наверное, просто был бардом, а потом создавал коллективы периодически. Да, это вся история началась году так в 96-м, когда я был студентом ГИТИСа. И вот в общежитии я начал писать эти песни под гитару. И сам сначала их записывал на мыльницу, на кассеты. А потом я дал это послушать своему другу, который жил в городе Уфа. Я сам родом из Уфы. Мгм. Вот приехал в 21 год, поздновато уже в Москву, и поступил в ГИТИС. Вот. Потом дал послушать другу, ему это понравилось, а он очень неплохо играет на гитаре. И вот мы с ним вдвоем уже записали первый альбом. И потом уже к нам еще кто-то присоединялся, и мы записали аж теперь уже сколько у нас альбомов? Альбомов 6. Вот так вот. Вот. А песня, которая сейчас прозвучит, называется «Лето». Это одна из ранних песен. Александр Синяков. Слушаем на волнах Радио ВОС песню «Лето». Как рано лето наступило, а в воздухе такая сила, целебная такая сила, и для тебя, и для меня. Как рано пташечки запели, не помнится уже метели, а скоро будут карусели, и будет полная лафа, и лишь меня не отогреет это лето, и лишь меня не отогреет это солнце, и лишь меня не отогреет это лето, и лишь меня не отогреет это солнце. И режутся в футбол ребята, и малыши на самокатах. Прошли все праздничные даты, и солнце не сдает права. Поеду скоро я в деревню, там проведу я месяц верный, и буду там скучать, наверно. А впрочем, это как когда. И может быть, меня согреет это лето, и может быть, меня согреет это солнце,
может быть, меня согреет это лето. И может быть, меня согреет это солнце. И может быть, меня согреет это лето. И может быть, меня согреет это солнце. И может быть, меня согреет это лето. И может быть, меня согреет это солнце. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, гость программы «Звездная гостиная», актер театра и кино, человек, который сегодня служит в театре Станиславского, Александр Синяков. Александр, вот ты рассказал о том, что приехал из Уфы. Уфа, на самом деле, замечательный город с таким каким-то, как любой, наверное, город, с собственным характером, таким добрым, я бы сказал. Вот. Скажи, вот как пришла идея в голову тебе вдруг так вот взять и поехать в Москву? Да, идея на тот момент была такая... Авантюрная. Время было-то не очень простое. Да. Но дело в том, что я как-то так получилось, что я чуть ли не с яслей читал стихи. На всяких мероприятиях, на праздниках мне давали стихи. И в детском саду, и в школе. Я даже участвовал в конкурсах, и даже был победителем каких-то конкурсов районных, чтецких. Вот. И постепенно, вот я очень любил смотреть кино, я любил смотреть по телевизору спектакли, и по радио слушать спектакли, любил слушать чтения разных артистов. Ну, раньше называлось литературное чтение. Литературное чтение, да. Радиотеатр, театр микрофона. Да. Постепенно вот так появилась вот эта мечта быть актером. А потом в какой-то момент я подумал, а что, не рискнуть ли? И не поехать ли в Москву? Хотя в Уфе тоже свой институт был, но я почему-то сразу думал о Москве и даже о ГИТИСе. И в итоге с 3-й попытки поступил. Ну, самое главное — это упорство, как мы знаем, и оно оправдано. Вот. Я думаю, что это судьба, потому что ничего просто так не происходит. В то время, когда мы слушали радио, да, там не было вот этого засилия того, что сегодня там есть. Мы не будем даже говорить, чего там есть. Вот. Начиная от рекламы и заканчивая вот этими, знаешь, специфическими ведущими, которые, в общем-то... Не очень дружат с русским языком порой. Да даже дело не в русском языке, они вообще даже, по-моему, не дружат со своей головой, скажем так. Такой бред с утра буквально включаешь, если едешь где-нибудь в машине, в такси, еще где-нибудь сталкиваешься с этим форматом. Сегодня, слава богу, я уже не слушаю ни радио, ни телевизор. Вот. Скажи, пожалуйста, вот тогда же у нас было образовательное, воспитательное. Мне бы, знаешь, я к чему веду? Да. Какие любимые актеры твои того времени, какие любимые спектакли? Вот это хотелось бы услышать. О, это да. Это у меня были любимые актеры. Я очень любил актера Вячеслава Тихонова, например. Да, знаменитого нашего Штирлица. И дело было в Пенькове, и «Война и мир», и так далее. И мне казалось, что он напоминает моего папу еще внешне. Вот. У меня, кстати, отец был учителем истории, а мама учителем русской литературы. Вот откуда интеллект. Ну, и любовь к литературе, к языку. Очень мне нравился Олег Янковский, Андрей Миронов. Смоктуновский, наверное. Да, Смоктуновский, конечно, гениальный артист, безусловно. Леньков, Невинный, помнишь, как они... Главное, что все работали на радио. То есть это прямо... Калягин. Все работали на радио, все читали на радио рассказы, стихи.
Я помню, Олег просто я с Павлович удовольствием Табаков, слушал. О, сколько, Табаков, да. конечно, а «Конек-горбунок», как он читал, например. Это просто Да, неповторимо. да. И я с удовольствием это слушал, и это вот и хотел этим заниматься как раз очень. И я рад, что у тебя все получилось. И сейчас давай послушаем еще одну песню. Да, и поскольку вот была песня «Лето», и теперь хотелось бы, чтобы прозвучала песня «Зима». У меня есть песни на все времена года, но вот это про зиму. Такая, мне кажется, трогательная песня. Да, слушаем на волнах Радио ВОС. Зима, горка, санки, снежки. Зима, елка, лыжи, коньки. А я все звоню, а я все прошу. Позовите к телефону весну. Зима, сказка, Герда и Кай. Зима под маской, попробуй, узнай. А я все звоню, а я все прошу. Позовите к телефону весну. Зима, праздник, салют, Новый век. Зима, как жалко, что нам не 8 лет. А я все звоню, а я все кричу. Не хочу зимы, я больше не хочу. А я все звоню, а я все кричу. Не хочу зимы, я больше не хочу. Зима, зима. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, Александр Синяков, актер театра и кино, писатель, который написал уже 2-ю книгу, и интеллектуальный человек, который потрясающе читает стихи, человек, который служит в театре Станиславского, и который приехал из Уфы много лет назад. И уже, наверное, конечно, ты считаешь себя москвичом, по сути дела. Ну да, я все-таки, получается, вот с 91-го года в Москве, это уже очень много лет, Да. больше 30, и уже москвич 2001 года. Так что, наверное, уже сейчас москвич. Но долгое время у меня было такое промежуточное какое-то. Я где с одной ногой был уфимец, с другой москвич. Сейчас, наверное, все-таки больше москвич. Но очень люблю приезжать в Уфу. Там действительно вот какой-то мой ритм, мои люди, мои друзья самые большие. Я когда был там мне поразило, знаешь, что... Это я не помню, какой был год.
там был бесплатный проезд во всем общественном транспорте. Вот это меня поразило. Сейчас я не знаю, какая там ситуация, но Нет, тогда был бесплатный и сейчас вообще. так нет, но там по сравнению с Москвой, можно сказать, Ну бесплатно. да. И люди, очень добрые люди, вот о чем бы ты ни спросил, если в Москве сейчас никто не обратит, редко кто обратит внимание на твой вопрос. Все идут в наушниках, в гаджетах, куда-то спешат, летят, а там нет, человек подробно объяснит, как проехать, как добраться. Да, Еще и да, предложат чуть ли не проводить до да, какого-то места. все правильно. Я в свое время, когда в Москве только оказался, удивлялся, что люди здесь вот в метро просто иногда так молча тебя отодвигают в сторону и проходят. Там такого я не мог представить себе, там обязательно можно ли пройти или так Но далее. все равно, ты понимаешь, вот когда говорят, что вот Москва превращается в какой-то хаос, там Москва, там непонятно что. Ну, во-первых, время меняется. Все мы меняемся в чем-то, как говорится, все течет, все меняется. Но для меня лично Москва это культурный, духовный такой центр, Безусловно, конечно. исторический центр, в конце Мгм. концов. Конечно. И я думаю, что это одна из лучших, это лучшая столица мира, наверное. Все-таки, если так вот подойти, с точки зрения даже нашего метрополитена, с Мгм. точки зрения наших прекрасных музеев, с Мгм. точки зрения нашего древнего Кремля и так далее. Какая бы история ни была нашего народа, у нас никогда, как и во всем мире, не бывает. Вот тут только были годы застоя, может быть, когда люди себя считали счастливыми. Вот. Но опять же, это все спорный вопрос. О политике говорить не будем. Но я хочу сказать о том, что Москва, она как оставалась вот законодателем каких-то творческих порывов, да, Да. откуда все распространяется. Вот постановку сделали театр и поехали на гастроли по всей стране. Как в Мгм. Москве, так и во всей стране и так далее. То есть ты не зря сюда приехал. И вот я хочу тебе задать такой вопрос. А вот московская интеллигенция, а, она сегодня существует, на твой взгляд? Потому что я вот интересуюсь, кто ходит сегодня в театр, какой это контингент? Ну, сейчас очень, мне кажется, зрители разделены на разные такие контингенты, да. Есть молодежные спектакли, есть такие перформансы, да, куда тоже больше какая-то молодежь подготовленная приходит. Есть классические спектакли, и в классических постановках там, конечно, больше, наверное, старшее поколение, хотя и молодежь тоже. Все зависит еще от воспитания. Вот. И, безусловно, интеллигенция есть. Есть, может быть, ее сейчас немножко меньше, чем лет 20 назад. Вот. Но обязательно я встречаю и режиссеров интеллигентных, и актеров тоже. У нас в театре такие есть, Молодые, безусловно. талантливые, да, есть. Да, 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 да. Нет, у нас вообще очень талантливые ребята. Мне кажется, у нас пришел художественный руководитель новый, Борис Юхананов, в 2013 году. И у нас, мне кажется, началась новая такая страница в театре. Он теперь называется «Электротеатр Станиславский». Но название, оно мало о чем говорит, но мне кажется, там сейчас очень яркая творческая жизнь идет. Ну, суть, она, наверное, не меняется все-таки, или меняется вот, от названия? Ну, может быть, это сейчас более современный стал театр, более открытый для каких-то экспериментов. Вот я бы так сказал. Мгм, В связи с мгм. названием Ну тоже. да, да. Ну и там есть замечательный классический спектакль. Я просто хочу сказать, что я вот участвую в некоторых из них. И есть спектакль «Бунин», замечательный по рассказам Бунина. Есть «Таланты и поклонники» Островского. Я там играю на роковой, даже пою романс под гитару. Э, Есть «Кошка на раскаленной крыше» Уильямса. То это классический, Да, да. да, да, да. «Визит дамы» Дюринмат. Ну, то есть М. и вполне классические спектакли. То есть, дорогие радиослушатели, вот кто хочет, все-таки, ты знаешь, сейчас театров столько становится, что просто, мне кажется, даже сосчитать тяжело. Но вот театры, которые имеют историю, и театры, в которых все-таки идут наравне с какими-то экспериментами и Мгм. новомодными какими-то поветриями,
такие, знаешь, классические произведения, которые нас учат добру, которые нас как-то, наверное, делают людьми, которые лучшие человеческие пробуждают нас чувства, когда зритель и смеется, и где-то может заплакать. Вот таких театров можно пересчитать по пальцам. Театр Станиславский к такому Да, имеет отношение. да, да. Ну, а теперь я предлагаю продолжить наше музыкальную вот эту сквозную тему, потому что сегодня все-таки ты пришел больше как рок-бард. Да, ну, можно так сказать. Я как-то выбрал больше сегодня такие лирические песни. И вот эта вот песня, она такая, мне кажется, одна из таких любимых у меня песен. И такое воспоминание о первой любви. Она называется «В темной-темной комнате». В темной-темной комнате мы тогда сидели, в бывшей ее детской. Были мы одни, из углов глядели ее детские страхи. В воздухе витали ее детские сны. В темной-темной комнате, в бывшей ее детской. В темной-темной комнате, в бывшей ее детской. Старенький проигрыватель со сломанным звуком, старые пластинки, смешные дневники. В темной-темной комнате побывать бы снова, да сменились коды и висят замки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Александр Синяков сегодня, дорогие радиослушатели, у нас в гостях в программе «Звездная гостиная». А все-таки, так как мы слушаем песни, вернемся все-таки мы к песням. Вообще, в театральной школе классической у кого есть какие-то минимальные вокальные способности, принято было, чтобы все-таки актер умел петь. Как-то там играть, петь, аккомпанировать Мгм. себе. Вот. Это понятно. Ты рассказал уже о том, что учась, так сказать, еще в ГИТИСе, Да, да, в ГИТИСе. Мгм. начал что-то сочинять. А как ты
пришел к тому, что пришел вот сейчас, да? Потому что человек с возрастом становится и мудрее, и театральный опыт, где проживаешь множество жизней, да, вместо своей одной. Мгм. Это дает такое, знаешь, я много сталкивался с поющими актерами, ну, возьмем того же Миронова, да, там и так далее. Мгм. Можно много приводить примеров. Сегодня это и там Дмитрий Певцов, там и так далее. Неважно. Мгм. Главное что? Главное, что актеры, мне кажется, они поют как-то особенно, и у них на сцене происходит некое театральное еще действие. У тебя это есть? Я могу так сказать, что прям вот я не обставляю это как-то именно аксессуарами театральными обычно, М. но я стараюсь, конечно, в каждой песне найти свой характер Образ какой-то, и да, такой? образ, да. И есть песни, где не только я от себя пою, это какой-то персонаж некий, отличный от меня. Вот это интересно. Да, и голос меняется, разумеется. Вот, кстати, я поклонник и рок-музыки тоже. И вот в рок-музыке тоже такое бывает. Вспомнить даже, вот, например, одну из моих любимых групп молодости «Звуки Му», где там прямо, Мамонов, да, да, он. Петр Мамонов, он прям где там маски какие-то примерял на себя. Он на меня в свое время тоже произвел впечатление, например, и театральное тоже. Он же ведь актер очень Ну, хороший конечно, был. мы знаем все уже об этом, да. Да, и вот мне это тоже направление интересное. У меня есть какие-то песни юмористические, сатирические даже, где там какой-то герой другой, например. Вот. Вот будет одна песня сегодня вот из такой серии. Ясно, сейчас послушаем. А, а как приходит к тебе вот вдохновение? Знаешь, у всех по-разному случается. Как это у тебя происходит? То есть, что вызывает там, не знаю, может, когда бываешь на природе, может быть, когда внезапно там в театре работаешь после спектакля, несмотря на усталость, приходишь ты тогда и по дороге домой, или как это происходит? Э, Могу точно сказать, что это часто на ходу происходит. Мгм. И где-то в дороге. В дороге, в метро или когда иду куда-то. Вот не знаю, вот этот ритм шага, он, видимо, как-то помогает. Вот. Но это дело такое непредсказуемое. Вот бывают годы, когда вообще ничего не пишется. А бывает, что за год альбом возникает. Наверное, ну, конечно, очень большое значение имеет влюбленность в данный момент. Какая-то счастливая, несчастливая тоже. Какие-то события, которые в стране происходят, тоже на тебя влияют, разумеется. Ну и внутри идет же какая-то жизнь постоянно. Эволюция. Эволюция, ты Да. взрослеешь, и возникают какие-то интересные размышления, которые хочется излить как-то вот прям вот через песню. Потому что стихи я в чистом виде практически не пишу. Мне нужно, чтобы была еще мелодия, чтобы был какой-то ритм. Вот. Обычно возникает одновременно как-то вот у меня мелодия и стихи. Я так представляю, ты сейчас рассказываешь, я представляю, что ты где-то идешь, вышел из метро, Мгм. идешь по какому-то, может быть, такому осеннему парку Да, да. и что-то вспоминаешь, переосмысливаешь, и думаешь, вот она жизнь, М, здесь и сейчас. мгм. Я в каком-то определенном времени, и где приходят такие идеи, мне почему-то так представилось. Да, и какая-то строчка возникает, и Да. она тянет за собой дальше. А чужие какие-то, я имею в виду, другие произведения, каверы какие-то поешь, как сегодня модно говорить, каверы? Знаешь, я с детства люблю, например, Булата Акуджаву. Замечательный, И, конечно, человек. и Владимира Высоцкого тоже. И я Ну, наш советский человек, еще бы ты не любил. еще бы, да. Да. И, конечно, Юрия Висбора. Вот эти вот авторы, исполнители, я пою их. Три столпа, я бы сказал, Да. таких. И особенно Акуджаву я очень много перепевал, и я в концертах исполняю. Вот у меня есть такие чтецко-музыкальные концерты, где я там... Вот на твоем месте сидел Григорий Васильевич Гладков со своей дочерью, и они прям сделали концертную программу из песен Акуджавы. Мгм. Как замечательно. Как я Это это сегодня понимаю. актуально звучит. Представляешь, вот проходят годы, а песни звучат актуально. То есть это вот показывает что? Что действительно, как классическая наша поэзия и литература, она никуда не девается.
наши вот эти те люди, которых ты назвал, и Высоцкий, и Мгм. Висбор, и все, и Акуджава, это все наше. И пока, мне кажется, будет Россия, пока будет Москва, это будет здесь где-то рядом с нами витать буквально в воздухе. Да, тем более Акуджава, он так любил Москву и сколько песен посвятил Москве. Да, Я его очень люблю, он душевный. так тоже настолько разносторонний, настолько лирик своеобразный. Мгм. Мгм. Согласен с тобой. Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении. Да, вот мы как раз говорили про то, что эволюция происходит в жизни. И есть какие-то моменты, когда прямо в жизни какое-то обновление происходит. М. И вот следующая песня такая называется «Обновление». Она была написана именно в такой момент. Куда-то шел, бежал, летел, и вдруг наткнулся на невидимую стену. И вот упал, и не удел, но не сочтите только это за измену. Бывают в жизни огорчения, бывают в жизни сложности, а может это обновление и новые возможности. И вот я думаю о том, куда полжизни подевалась, а не уткнись я в стенку лбом, то вся бы жизнь вот так промчалась. Бывают в жизни огорчения, бывают в жизни сложности, а может это обновление и новые возможности. И вот привстал и сделал шаг, потом другой и дальше больше. Я не иду с другими в такт, мне это нравится гораздо больше. Бывают в жизни огорчения, бывают в жизни сложности, а может это обновление и новые возможности. Та-та-да-та, та-та-да-та, та-та-да-та-да, та-та-да-та-да-та, та-та-да-та, та-та-да-та, та-та-да-та-да-та-та-да-та-та-да. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие друзья, Александр Синяков, рок-бард, просто иногда рок без бард, актер театра и кино, человек интеллектуальный. Это человек, который пропитан и Россией, и лучшим, что было в СССР, и несет вечное, прекрасное, вечные ценности, несет сегодня всем нам и всем своим поклонникам.
Скажи, как часто приходится давать вот именно концерты такие сольные, где выступаешь? Как это? Я, помимо работы в театре, еще работаю в Московской филармонии, Мгм. и от нее периодически выступаю. У меня 12 сольных чтецких программ и чтецко-музыкальных по разным авторам. Это все авторы русские, либо 19 века, либо 20-го. Вот. И там пою песни какие-то. Кстати, тоже там и Высоцкий есть, и Акуджава. Не так часто это происходит. Тем более вот была пандемия, сейчас тоже непростые времена. Но больше это происходит по школам, библиотекам. Но есть выступления в камерном зале филармонии, выступал в Доме художника и так далее. А как оценивают кто-нибудь, какие-то были вот конкурсы, какие-то были регалии в связи именно с песенным творчеством, я имею в виду? Песенам. Знаешь, как-то я мимо всех конкурсов прохожу. Не знаю, у меня какое-то с юности вот к конкурсам отношение немножко такое. Да правильно ты делаешь, Ну, наверное. не люблю я, когда оценивают, когда выбирают, когда еще и советуют. В свое время мы с товарищем поехали на Грушинский фестиваль. Я там был 2 раза. Замечательное место. Сейчас не знаю, что там происходит, но это было лет 10 назад. И мы там решили поучаствовать в фестивале. И спели песню, и нас как-то так похвалили за текст. Мою песню вдвоем спели. А потом какой-то там человек нам стал говорить, как надо писать песню. Он стал нам советовать, что переделать, что там, над чем поработать. И стало как-то так скучно. Может, еще поучил бы, как жить надо? Да, и как-то вот с тех пор я как-то не очень. Мне нравится просто выходить к зрителям. И если чем Ну чаще, да, тем да. лучше. Есть поклонники у меня, у нашей группы. И мы с удовольствием перед ними выступаем. А как группа-то называется? Я А чё-то... группа называется «Что делать?». Что Вот такое делать, вот да, название интересное. интересное. Но к Ведь- Чернышевскому это не имеет отношения. А, Ну, это вот постоянный вопрос такой, наверное, который нас по жизни сопровождает. Так что же делать все-таки? Что Да. же все-таки делать? И очень так, что делать, и название альбома. Вот, пожалуйста. Да. Что делать и что делать в двойном смысле, да? Моего друга зовут Дмитрий Солодовников. Вот, если он вдруг каким-то образом эту передачу слышит. Ну, ему ты большое- донесешь потом. Да. Привет ему большой. О детстве хочется вот поговорить еще. В детстве мечтал быть актером, в детстве мечтал петь, или все-таки это пришло вот потом уже, когда ты приехал в Москву, то есть когда появилось желание? В детстве кем мечтал быть? Космонавтом, может быть? Это вообще, вот у меня вышла книжка, к слову. Книжка Да-да. называется «ГИТИС. Рок-музыка, театр, другое». Это автобиографические рассказы. В серии «Актерская книга» вышла книга. И там об этом есть. Там есть такая даже глава «Кем я хотел быть». Мгм. И это было интересно, потому что я в первых классах школы хотел быть летчиком, потому что я посмотрел фильм «Валерий Чкалов». На меня он произвел большое впечатление. И я хотел быть летчиком, испытателем. Потом я хотел быть учителем истории, потому что у меня отец учитель истории. Мне очень нравился фильм «Доживем до понедельника», где Тихонов играет учителя истории. Я любил вообще историю и до сих пор люблю ее. А я ходил еще в музыкальную школу, и там был предмет хор, я пел, и благодаря этому я и в школе на каких-то праздниках тоже пел, пока голос не стал ломаться. Ну И у вот, тебя такой, должен сказать, насыщенный такой. Во-первых, тембр приятный, но вот эти какие-то обертона украшают все-таки вот твое... спасибо на добром Не, слове. серьезно, вот Ну да, говорят тоже. Вот, наверное, поэтому я еще и чтецким жанром занялся. В общем, как называются твои книги и где их можно приобрести? Первая книга, сейчас уже вышла вторая. Первая называется «ГИТИС. Рок-музыка, театр, другое». Она точно есть в Доме книги на Новом Арбате. Есть в интернет-магазинах «Лабиринт», «Озон». Ну, в общем, в интернет-магазинах пишем. Да, в интернет-магазинах, в Да, разных, да. И вот
То есть ее легко можно приобрести в этом смысле. А вторая А книга? вторая называется «Хочу сниматься в кино». Она вот только вот прям вот в феврале вышла. В начале февраля. Свежая книга, в Да. общем, совсем Да. новоиспеченная. А это более художественная книга. Там 2 повести, рассказы, стихи и тексты песен. Между прочим, я решил вставить тоже там в избранное. Как иллюстрации такие, да? Да. И это может быть такой сборник произведений лет за 20. То есть начиная там даже за 30. То есть начиная с учебы в ГИТИСе, что-то еще было написано, какие-то рассказы в это время, а что-то вот уже такое новое. И там 2 повести касаются темы кино, но там эта тема не главная, потому что там все равно какие-то взаимоотношения героев, перипетии, сюжета. Вот. Извини, что перебиваю, хотелось бы побольше послушать песен, а у нас Да-да-да. эфирное время ограничено. Мгм. Давай еще одну песню объявляй. Песня называется «Песня-загадка». Ну, это условное название, потому что там начинается с вопроса «Кто это?». И и тут же там дается ответ в этой же песне, так что она не совсем загадка. Вот. Ну, такая с юмором песня. Вот как раз, мне кажется, от лица уже персонажа немножко. Слушаем эту песню-загадку. Кто это стоит здесь? Кто это здесь ходит? Кто это все время смотрит на меня? У кого такие странные повадки? У кого такая тяжелая рука? Так это же я. Так это же я. Это я сам. Так это же я. Так это же я. Это я сам. Кто это мне вырыл на дороге яму? Кто это забросил то, что начал я? Кто это не может высказываться прямо? У кого в башке одна белиберда? Так это же я. Так это же я. Это я сам. Так это же я. Да-да, это я. Это я сам. Кто это плюет в мой чистенький колодец? На кого махнули рукой мои друзья? Кто поработил мой маленький народец? От кого ушла любимая моя? Так это же я. Так это же я. Это я сам. Так это же я. Так это же я. Это и есть я сам. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, вот когда беседуешь с таким состоявшимся актером, человеком, который почувствовал вкус жизни, выплеснул не только вот в песнях, не только доносит в театре работы, не только в кино, но еще и пишет. Когда пишет, все-таки это какой-то особый процесс такой. Поэтому человек многогранный, человек очень интересный, и здесь даже за одну передачу трудно охватить масштаб личности. Но, Александр, вот если бы спросить тебя,
кем бы ты хотел быть больше? Все-таки музыкальной деятельностью заниматься или быть актером, или быть писателем? Вот так вот, если вот по большому счету, вот сейчас бы заново отмотать лет на 30 назад и задать тебе такой вопрос. Ну, я и сейчас, и тогда так думал, и сейчас так думаю, что я все-таки актер в первую очередь. Мгм. И до сих пор, конечно, это моя основная работа. Буквально тут несколько премьер случилось, и будут премьеры. И я очень рад, что работы в театре много. Это я, конечно, в первую очередь актер, и... но я не могу отделить тоже. Если бы меня лишить Музыки. да, права писать песни или там читать со сцены, да, каких-то замечательных наших писателей, Булгакова, Достоевского, Шмелева, там, Тургенева, то мне тоже этого бы очень не хватало. То есть вот мне нужно все. Вот. А вот писание, оно как-то вот в последнее время проклюнулось, можно сказать. А это, мне кажется, потому что ты вырос уже, повзрослел, и тебе есть чем поделиться. Да, наверное, да, да. Ты уже достаточно накопил знаний, пропустил через себя, свое видение появилось в жизни, свое ощущение, свой вкус какой-то, свое понимание. И человек, так сказать, зрелый уже начинает пытаться, Есть о чем да, рассказать. есть о чем рассказать. Сегодня, как ты сказал, непростое время, хотя, если честно, время простое не бывает никогда. Ну да. Всегда где-то происходят какие-то передряги. Экономика, она всегда ее потряхивает, как мы знаем, по всему миру. Мгм. Какие-то локальные конфликты, они всегда происходят по всему миру. А если смотреть постоянно новости и телевизор, или слушать новости, или читать их, можно сойти с ума. Ну, это мое мнение. Как тебе удается, если у тебя вдруг ну, все же мы не можем постоянно в стабильном состоянии Мгм. приходить, Мгм. да? Понятно, Мгм. на работу пришел, перевоплотился, вот и отдых. Мгм. Как тебе удается, и какой твой рецепт? Как нам все-таки успокоиться и понять, что жизнь продолжается, что мы живем, что Россия это великое государство, которое бывало и в худших, наверное, каких-то условиях, и сегодня не самое плохое время. Как вот как нам успокоить и себя, и окружающих? Твой рецепт. Мне кажется, вот к каким-то ценностям вернуться. Вот я даже не знаю, к человеческим ценностям. Я не знаю, к какому-то теплу к человеческому, которое, мне кажется, как-то было немножко потеряно. Ценить это очень. И как-то, несмотря на сложности, да, как-то не быть разобщенными в этом смысле. И вернуться к корням каким-то тоже, вот потому что ведь у нас действительно литература замечательная, и музыкальная культура Самобытное, особенное, замечательная. да. И вот когда к этому возвращаешься, когда я даже повторяю тексты перед концертами, тексты этих писателей, я как-то успокаиваюсь, честно говоря, внутренне. Я как-то, да, как-то становится, не знаю, легче жить. Да, это правда. Мгм. Александр, я хочу тебя искренне поблагодарить за то, что нашел время и пришел сегодня в студию Радио ВОС. Я хочу поблагодарить тебя за твое служение народу, не побоюсь этого возвышенного слова, потому что и пишешь, и прекрасно поешь, и служишь в театре, и все это вкупе дает многим людям и утешение, и уверенность в завтрашнем дне, и где-то возможность посмеяться, и где-то возможность задуматься. И поэтому, когда есть такие люди, то чувствуешь преемственность вот тех актеров и эти актеры, которых ты представляешь, и ты говоришь о том, что есть еще и хорошие ребята молодые, поэтому Мгм. нам нечего переживать, все идет своим чередом. А история, как ты знаешь, она повторяется. Я единственное, что хочу пожелать тебе здоровья и творческого долголетия, новых успехов. Я знаю, что ты отправляешься на гастроли в ближайшее время, Да, да. чтобы их было побольше, побольше новых ролей. М. И будь счастлив. Спасибо, Виктор, большое на добром слове. А в Спасибо. завершении давай еще одну песню.
А песня называется «Чудеса». Она очень оптимистичная песня про любовь. До свидания, Александр. Слушаем песню «Чудеса». До свидания. Я не верил в чудеса, но они явились сами. И теперь я каждый день постоянно с чудесами просыпаюсь, улыбаюсь, знаю, где-то ждешь меня. Улыбаюсь, удивляюсь, как же жил я без тебя. Романтический настрой никуда не исчезает. Радость наших встреч с тобой постоянно возрастает. Просыпаюсь, улыбаюсь, знаю, где-то ждешь меня. Улыбаюсь, удивляюсь, как же жил я без тебя. Много спето о любви, и не спето ничего. Руки я беру твои, мне с тобою так легко. Просыпаюсь, улыбаюсь, знаю, где-то ждешь меня. Улыбаюсь, удивляюсь, как же жил я без тебя. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.